Привет, дорогие друзья! Вы на канале Na'Vi Junior, и с вами, как всегда, Яна. Давненько мы не общались с нашими игроками на этом канале о апдейтах, о КС, о тренировках и о их турнирах, поэтому самое время это исправлять, и прямо сейчас у нас на связи Дима Демон и Адам Фрозик. Привет, парни! Привет. Привет. Как ваши дела? Отлично. Все хорошо? Пойдет. Да. Чем занимались накануне нашей съемки? Бежали со школы? Ждали, как тренировка начнется. Вот, кстати, по поводу ваших тренировок. Сейчас все это обсудим, но для начала хотелось бы узнать, как вы вообще провели новогодние праздники, чем занимались, какие подарки получили. Я в Новый год спал. Я его Серьезно? пропустил, да. А как так вышло? Заснул, проснулся в 23:59, пошел к родителям. Вообще полусонный, полумертвый. Такой заходишь, с Новым годом чё? Окей, вот так вот. И просто проспал дальше. Ну, то есть Да-да-да. ничего такого не было. Угу. Адама, как у тебя было все? Да, просто ждал Нового года, посмотрел фейерверки, минут 30 фейерверки были вокруг. Потом поужинали с семьей и пошли отдыхать, спать. Угу. У вас есть какие-то семейные новогодние традиции обычно, когда вы не просыпаете Новый год? Там украшать елку вместе под Jingle Bells, там украшать квартиру, выбирать вместе подарки. Да нет, наверное, просто заранее елку поставить и все. И мама много еды наготовить. А какое любимое новогоднее блюдо? Крабовый салат. Ой, это хорошо. Прозик, а у тебя? Да, просто включаем песни новогодние. Как Новый год встретишь, так его и проведешь. Нет ли у вас таких каких-то разных вот штук? Там, катнуть перед Новым годом каточку. Вот сейчас ее выиграю, значит, весь год будет такой победный. Нет. Потому что может попасться плохой тиммейт, и потом плохим настроением встречать Новый год не очень хочется. А вы катаетесь на лыжах, на сноуборде, может быть, планировали или ездили куда-то, пока были выходные? Я со школой 2 раза на лыжный курс ездил на неделю. Угу. И научился кататься, нормально. Но в этом году еще не ездил, может, поеду. Куда-нибудь. Дим, а у тебя что по планам? Да, это проклятая тема. Я должен был поехать еще в детстве, но как мы уже собрались, там на следующей неделе должны были выезжать. В итоге я поломал руку и никуда не поехали. Боже. Неприятная ситуация. Ну, в общем, в целях у тебя есть. Закрыть Вообще бы гештальт хотелось, да, вообще бы и хотелось бы. научиться. А лыжи или сноуборд? Скорее всего, лыжи. Окей, хорошо. Когда вы уже приступили к тренировкам, когда вы уже сели за ПК для того, чтобы поиграть в КС вместе с командой? Когда свет будет, тогда и будет тренировка. Да, современные реальные реалии, они вот такие. В любом случае, вы как-то планировали, там, Краш, очевидно, вам писал, что, ребята, вот такого-то числа, в такое-то время у нас сбор, давайте начинать тренироваться. Мы пытались, старались, играли праки, и просто в середине праков выключали свет, но это неприятно. Ну а так в целом были тренировки, хоть и немного, но были. Угу. Но очень мало. Собрать всех игроков в одно время, когда у 4 из них постоянно в разное время выключают свет, довольно-таки сложно. Плюс еще у вас школа и другие моменты, поэтому, к сожалению, такова реальность. Но в любом случае в январе все киберспортивное комьюнити, как обычно, ожидало увидеть рейтинг лучших игроков в году. Какие у вас были предикты на лучшую двадцатку этого года, и сбылись ли они по итогу? Не знаю, все как обычно, просто, может, Моноси немножечко удивил. Мгм. Высоко его поставили. Мгм. Но в топ-10 он точно должен был залетать, но может там где-то, на 9-8 месте. У меня не было прям каких-то предиктов, но меня удивило, что Хоббит 31 был. Это, не ожидал. Ну да, и Сарена Хобби тоже. Вы думали, что он будет намного выше? Выше. Но он, да, Топ-20, должен. может, войдет. Мгм. А кого вы не ожидали увидеть в этом списке, а он туда попал? И наоборот, вот вы сказали про Хоббита, что он должен был быть там, но его там нет. А кого вы не ожидали увидеть в этом списке, но он туда попал? Может, только за Джейм. Джейм, не? Да, Джейм, только Джейм, наверное. Джейм, Надо у него Хоббита сатанит. поставить. Если за Мажора, наверное, он выиграл. Ну да. Получил. Бейкиндера можно было повыше поставить где-нибудь. Мгм. 12-13 место. хотя бы. А вот ты говоришь, Якиндера можно было поставить выше. За какие моменты, за какие там турниры ты считаешь, что он должен быть выше? У него долгое время не было команды, потом упал Team Liquid, если не ошибаюсь. И после этого был мажор, и больше ничего такого вроде не было. Ну, за то, что просто круто играет и все этому, он очень хорошо, типа, энтрифрагер. Угу.
тут не поспоришь. Тут Ну, у действительно. него- Типа топ-1 энтри-фрагер. Мгм. И при этом стата хорошая, как у Рифлера. Мгм. Simple снова топ-1 по итогам этого года. И он, по сути, единственный игрок в истории КС, который трижды занимал эту позицию. Как вы думаете, подобные ачивки, они добавляют мотивации или, наоборот, немного расслабляют? Ведь ты и так уже в истории. Не знаю, ну, вот это топ-3, ну, 3 ачивки, типа, 3 раза топ-1, это, мне кажется, промежуточный этап. Мгм. И вот если 5, то уже ну, это сильно. Уже можно и Да, расслабиться да, чуть-чуть. да. Ну, это, безусловно, очень большое достижение, но можно еще больше получить таких ачивок, и можно еще больше мажоров выиграть. Simple только один мажор выиграл. Ну, Мгм. можно больше. Например, как в Астралис была своя эра. Ну, они выиграли несколько мажоров подряд. Никто их не мог выиграть. В этом году Шелтивиорг решили не просто выкатить список лучших игроков, но еще сделали оффлайн ивент вручения этих премий. Что думаете по этому поводу? Понравился ли вам ивент? Смотрели ли вы его? И как вам вообще такое решение? Ну, Мы не смотрели. я посмотрел, я отрывками смотрел. Просто, Мгм. наверное, это... Как для КС-индустрии это очень, типа, помогает, это очень сильно развивает КС. Это, можно сказать, то, что наравне с футболом, типа, золотой мяч, типа, такого подобного. Мгм. Это очень прикольно. Типа, КС не стоит на месте, развивается. Похоже было на вручение Оскара, когда в зале очень много КС-селебритис, и они все в красивых костюмах, и вот эти премии. Причем добавились новые премии, которых ранее не было. Там лучшая киберспортивная женская команда, лучшая девушка-киберспортсмен. И очень много разных других штук. В том числе сделали еще номинацию 5 лучших игроков на своих позициях. Что думаете по поводу этой пятерки? Simple, Керриган, Аксель, Префекта и Ника. Достойны ли они такого звания? И как вы думаете, если бы они играли все в одной команде? Получилась ли бы хорошая команда? Или 5 звезд для одной тимы это too much? Но если бы у них было хорошее общение вместе, то, мне кажется, бы они очень хорошо бы играли. Мгм. Да, очень скилловые игроки, индивидуально. Что вы в целом думаете про такие номинации? Круто, что они появились? Или все-таки вот была 20-ка, на этом и закончим? Зачем вот эти все дополнительные плюшки? Ну, это прикольно узнать, кто был лучше из своей роли в этом году. Мгм. Ну, на определенной роли. Для публики это все, типа, как я и говорил, КС развивается. Ну да, это такой прикольный интертеймент для зрителей, и плюс увидеть всех звезд в одном месте. Ну, выглядит очень прикольно и звучит как хороший план. Многие проигроки в этом году сделали свои предикты на этот год и выбирали будущего лучшего новичка. Как вы думаете, кто потенциально может им стать? Кто может претендовать на это звание в 2023 году? Ну, хэтрик, очевидно. Ну, выбирали много Даню, но мне кажется, что у него может не получиться вот так. Он, первый год на тир-1 сцене, из-за этого Мгм. может быть довольно сложно. Но если он адаптируется быстро, то он может попасть. Но это может занять чуть больше времени, и он в теории может попасть в следующем году в топ-20. мне Так, кажется. Манаси. Мгм. Но Манаси Ну, очень быстро адаптировался. По поводу хэтрика, вы, очевидно, смотрели первый его матч в основном составе уже NIP против команды Natus Винсера. И хотелось бы узнать ваши впечатления, ваши эмоции от его перформанса на своей первой официалке. Мне показалось, что он слишком много на гранатах был. Но, Мгм. может, такая структура у НИП. Просто не была видна свобода, как обычно есть у снайпера. Было ощущение, будто он все время на гранатах был в Мгм. корте. Из-за этого у него было меньше шансов убивать. Мне так показалось. Да, но он не прям выделялся, как по мне. Я его мало где замечал. Просто делал свои фраги, как для опера. Так Мгм. больше никак не выделялся. Ну, как по мне, он очень отыграл свою первую официальную игру, потому что Но есть отыграл такие свою финалку волнения. хорошо. Есть волнение, переживания, давление определенное. Плюс к тебе очень много внимания. Плюс ты еще играешь против Нави. Сразу против Нави, где есть Бит, где есть Нипл, тот же, с которым ты совсем недавно играл в одной команде. Поэтому все-таки какое-то вот переживание было. Но мне кажется, он очень хорошо справился. Поэтому, Даник, если вдруг будешь смотреть это интервью, тебе огромный респект. И будем за тобой дальше наблюдать и болеть. Но желательно тогда, когда ты не играешь против Нави. Верно? Что скажете про состав обновленный «Рожденных побеждать»? Андрею надо собраться. Андрюха, ты точно будешь смотреть это интервью, соберись, пожалуйста. Но мне кажется, его первая официалка против тех же NIP очень-очень-очень неплохо. Он очень хорошо себя показал, разве нет? Ну, Да, за КТ. первая КТ. финалка, да.
Но против Днепра. много моментов, где он так себе играет, мне кажется. Ну, Мгм. но понятно, что это первая игра, но можно лучше, нужно лучше. Мгм. Нужно как на праках. Мне нравится, что вы как и настоящие друзья. Я уверена более чем, что вы до сих пор общаетесь и дружите. За все это время вы уже успели сдружиться. И вы такие, ну, конечно, ты хорош, но как бы можно и лучше. Мы знаем, на что ты способен, мы знаем твой потенциал. Поэтому вот на тебе немножечко дополнительной мотивации. Но Андрюха действительно хороший. Я думаю, что со временем он будет становиться только все лучше и лучше. И вот комментарии Симпла по этому поводу еще раз подтверждают, наверное, мои слова, что по игре он как будто бы лучше Вити. Ну, это цитата Симпла. Ему не хватает понимания игры, но по механике, так понимаю, у Андрюхи все окей. Хорошо, помимо громких решафлов, в ноябре Valve обновили соревновательный мап-пул, убрали наш любимый Dust 2 и добавили немного споров в комьюнити. Что скажете про Anubis в соревновательном мап-пуле и увидим ли мы эту карту в мап-пуле Na'Vi Junior? Скорее всего, увидим, но не сразу. Потому что, ну, мы играли Dust, и нужно играть либо Nuke, либо Anubis. Но легче уже научиться играть Anubis, потому что все сейчас учатся. В этом есть смысл, да. Просто увидеть А. вас на нюке будет очень странно. Это как Нави основа Интересно. на Вертиго, а вы на нюке. Это вот примерно то же самое. Anubis прикольная карта. У нас уже есть опыт, играли на официалке. Так-то прикольно, надо научиться играть. Там много углов, нужно научиться углы, так карта прикольная. А насколько сбалансирована карта за разные стороны? Или все-таки эта карта больше КТ, Т? Ну, Не больше знаю. КТ, немного. Мгм, По мне кажется, больше это. больше Т. Сейчас пока... Хотя... И, наверное, на прессе да, больше КТ. Хорошо, раз тема зашла за официалки, вчера вы играли в рамках турнира ИСИА официалку. Как она прошла? Ну, прошла нормально, но сложно играть, так как у нас все время, когда мы играем ИСЕ, то у нас почти в каждой игре разный состав, и часто играет Игорь вместо кого-то, потому что нету света, и приходится менять роли. У нас одна замена, Игорь на СВП играет, и ну, приходится как-то приспосабливаться, чтобы выиграть. Помимо мапула есть еще некоторые изменения. Как вам в целом этот патч? Что думаете про изменения АВП, Silent Эмки? Насколько они вам нравятся? Да, АВП М-ку- понерфили. На АВП нормально, я с АВП не сильно играю, но М-ку так нерфит. Ну просто 20 пуль это очень мало, если было чуть больше. То, что М-ку понерфили, но если убрали пули, то урезали количество патронов, то лучше бы оставили то, что она убивает с 4 хитов в тело и в голову в тело, на любом расстоянии. Насколько сильно эти изменения повлияли на мету нынешнюю? Стали ли меньше брать Silent Эмку? Да, больше людей стали играть с 30-кой, но 30-кой играть сложнее. Ну, не сложнее, просто у 30-ки спрей другой, отличается от эски. И так как все играли с эсками, опять, ну, как сказать, просто М-ка 30-ка дороже, и там сложнее спрей. Комьюнити подстраивается под нынешние Просто реалии. сейчас на КС. 4. Хорошо, чем вы сейчас занимаетесь? Какие у нас турниры предстоящие у команды? У нас Квалы, ЕДЦ Мгм. турнир, и сейчас еще какой-то есть. Missed Games. Но мы почти не тренируемся, так как нету света. В общем, у нас 2 предстоящих турнира, но тренироваться сложно в силу того, что у большинства игроков просто нет света. А как много вы индивидуально тренируетесь сейчас? К примеру, если у вас есть свет в данный момент, и вы не можете командно тренироваться, потому что у кого-то из тиммейтов его нет, стали ли вы больше тренироваться индивидуально? А, нет, просто играем в Faceit. Ну, я играю в Faceit по возможности, но Faceit это другое. В Мгм. Faceit люди просто бегают. Мгм. Меньше желания стало играть в Faceit, потому что Faceit это не праки. Мгм. Сейчас Faceit стал просто беготня. Там Мгм. инфляция произошла. Там просто все людей, которые не умеют играть, может быть по 3-4 тысячи элла. И в премиум можно играть Мираж, 3 карты. Люди ставят Мираж, Инферно и еще какую-то карту. И просто и играют втроем, и обузят элла. Но элла, она уже сейчас вообще ничего не означает. Раньше 3 КЛ это было жестко, 4 КЛ было очень жестко, сейчас 4 КЛ это даже Просто ни о чем. не жестко, да. Середнячок.
Ой, я надеюсь, что в скором времени ситуация улучшится, и у вас будет полноценная возможность тренироваться, и вы будете показывать весь свой потенциал и мощь на всех официалках. Ну, в конце уже по традиции вы можете сказать пару слов всем фанатам, болельщикам и всем тем, кто прямо сейчас смотрит это интервью. Дима, твой выход. Нет, ты говори. Я Давай. просто где говорил. Нет. Давай, я первый попросил тебя, давай. Пусть я попросил, а я отказал. Давай. Такая коммуникация в нашей команде. Вы видите все сами. Не болейте, не болейте. Не болейте. Вот на такой вот позитивной ноте мы заканчиваем наше интервью. Ребята, вам огромное спасибо. Я знаю, что у вас сейчас тренировка, вы будете убегать, поэтому огромное спасибо, что уделили мне немножечко своего времени. Ребята, в любом случае, вам огромное спасибо за просмотр этого интервью. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. И ставьте нам побольше лайков. И с вами был канал Na'Vi Junior. До скорых встреч. Пока-пока.